Всем моим зрителям пламенный привет из теплой Грузии от солнечной Ани, и это мой лучезарный блог. Как вы уже могли понять из названия, в сегодняшнем видео я расскажу о самых характерных особенностях грузинского менталитета. А если вдруг я что-то упущу или забуду упомянуть, можете поделиться собственным мнением в комментариях. Итак, поехали! Патриотизм и национализм. Грузины – истинные патриоты. Они могут быть недовольны своей страной, но все равно ее искренне любят, несмотря ни на что. Они между собой могут ее оскорблять, но вам оскорблять никогда не позволят. И за свою любимую родину они буквально порвут кого угодно и всех зарежут. После всей этой ситуации в Украине у многих грузин появилась некая агрессия по отношению к русским и россиянам в целом. Ведь многие вспомнили трагичные события, произошедшие в августе 2008-го, что определенно наложило свой отпечаток на восприятие русского мира в любом его проявлении, в том числе и на русскую речь. В связи с этим часто можно наблюдать за пассивно-агрессивной реакцией местных жителей на такое количество приезжих. И самое удивительное то, что даже при всем своем недовольстве грузины все равно умеют нахваливать свою родную страну. Типа, не нравится наша страна, ну и езжайте обратно к себе домой. Как вам может не нравиться Грузия? Она же самая лучшая. Как это вам не понравилась грузинская еда? Она же самая вкусная во всем мире. Как это здесь грязно и некрасиво? Да Грузия самая прекрасная на свете. Это рай на земле. Лучше нее не найти на целом свете. Ну или известный прикол про грузинского таксиста, который сказал русскому туристу: «Чего вы все сюда приезжаете? Уезжайте обратно. Кстати, а ты видел Кахетию?» «Как это ты не видел Кахетию? Ты должен это увидеть, давай отвезу». То есть даже в этой пассивной агрессии и то чувствуется какое-то скрытое гостеприимство. В общем, можно обижаться на то, как враждебно сейчас настроены местные жители против россиян, но на самом деле они просто искренне переживают за свою страну. Грузины настолько любят свою историю, что при любой возможности попытаются вам ее рассказать и показать, за что ее можно и нужно любить. Так уважают свою культуру, что своих детей в первую очередь отводят на грузинские танцы и песнопения, а не на иностранные. Так чтут свои традиции, что, вступая в брак, часто одевают в день венчания традиционный костюм чоху и платье каба в музыкальном сопровождении димпитаури-дампитаури. Так что да, уровень патриотизма здесь зашкаливает. Для грузин это святое. Религиозность и духовность. Грузины в большинстве своем люди очень верующие и религиозные. Многие соблюдают пост, посещают церковь, ставят свечи, читают молитвы, собирают иконы, всегда имея в доме свой уголок с иконами. Некоторые даже живут по всем Божьим канонам, а кто-то вообще отрекается от обычной жизни и уходит в монастырь. Да, есть и такие люди. Ну а в целом люди бывают разные. Есть и вообще безбожные, а есть верующие. Именно поэтому в Грузии так много древних церквей, храмов, монастырей. Напомню, что в Грузии преобладает православное христианство. Подробнее об этом я рассказывала в одном из своих видео. Можете посмотреть, если не видели. Традиции и обычаи. Как я уже и сказала, грузины уважают свои традиции и чтут свои семейные ценности. Да, я понимаю, что это зависит от самого человека и все весьма индивидуально, но мы не будем говорить об исключениях, а поговорим о правилах. Как правило, люди вступают в брак рано, хотя со временем эта возрастная рамка возрастает, и люди начинают позже вступать в брак, но все равно значительно раньше, чем в тех же западных странах. Для создания семьи мужчины стараются выбирать подходящих женщин – надежных, практичных, верных, преданных, семейных, домашних и хозяйственных. Такой классический вариант семьи. Мужчина – это добытчик, а женщина – это хранительница очага, и многих такая семейная модель полностью устраивает. Про традиционную свадьбу я уже рассказывала. Часто молодожены примеряют традиционные наряды под народную музыку, а также предпочтение дается больше традиционному венчанию, чем самому празднованию свадьбы. Венчание происходит в церкви, на молодоженов надевают короны и читают молитвы, а уже после сама свадьба с пиром на весь мир в ресторане. Для этого заранее бронируют банкетный зал в ресторанах и вся прочая предсвадебная подготовка. Господи, так рассказываю, как будто сама через все это прошла, но пока не прошла.
Ну а процесс росписи происходит либо в местном ЗАГСе, либо в Доме юстиции. Для этого потребуется 2 свидетеля, или как это там у вас называется. И там же в Доме юстиции вы можете подать заявление на смену вашей фамилии. Что-то меня прям слишком понесло в эту сторону брака. К чему бы это? Да, этот пункт получился не очень содержательным, но ничего, зато можете полюбоваться моим прелестным видом и этой симпатичной, милой мордашкой. Идем дальше. Дружелюбие и гостеприимство. Конечно, сейчас уже сложно это разглядеть сквозь призму сложившейся русофобии, но да, в целом народ у нас достаточно дружелюбный, гостеприимный, отзывчивый. Всегда знает, кого и куда послать. Шутка. Просто сейчас все на нервах и на негативе, а надо быть по жизни на чиле, на расслабоне, понимаете? А вот тут можно было бы вставить рекламу кальянной, но, увы, это никакая не реклама. Так вот, вернемся к нашим дружелюбным грузинчикам. Если вас пригласила в гости грузинская семья, то вас, скорее всего, ждет целая династия из родственников, застолье с кучей тарелок на тарелках с разными блюдами, домашнее вино из бараньего рога и тосты за ваше здоровье. А если вы откажетесь пить, вы этим самым просто оскорбите хозяина этого дома. Ну а если хозяева уже достаточно напились, то без песен вас точно не отпустят. Так что из вежливости к хозяину выучите хотя бы одну грузинскую песню, например, мою любимую «Сулико». С ней вы сможете покорить сердце любого грузина. Ну, почти. Требовательность в верности и преданности. Грузины – это неисправимые собственники. Они мыслят так, что мое, то мое, на все 100%. Они в отношениях могут быть ревнивы, подозрительны, скептичны, ну не все. Но во многих проскальзывают такие общие черты характера и поведения. Они запросто могут проверить ваш телефон, перечитать переписки, закидать вопросами: а куда вы собрались, а с кем вы решили встретиться, а во сколько вы вернетесь домой, а зачем оно вообще вам надо. В отношениях с ними вы можете чувствовать себя как на допросе в полицейском участке. А если вы, боже упаси, еще и красавица неописуемой красоты, ну и жизнь вас ждет непростая и нелегкая. Но, конечно, это все очень индивидуально. Есть самые настоящие душки, а есть типичные душнилы, и разница между ними большая. Одни это делают из чувства заботы, а другие из чувства собственности. И хочу вас предупредить, уважаемые дамочки-самочки, стоит остерегаться слишком хищных и диких альфа-самцов, ведь они самые настоящие нарциссы, эгоисты, абьюзеры и газлайтеры, как сейчас нынче модно говорить. Короче, помимо хорошеньких, пухленьких и мягеньких сердцем грузинчиков, есть еще и агрессивные, грубые, жестокие, коварные и беспощадные мужланы, которые способны и голос повысить, и руку поднять. Но это уже отдельная тема для другого видео. Я просто вкратце скажу, что некоторые просто не ведают пощады, если хоть немного усомнятся в вашей верности и преданности, о чем говорит местная статистика, сами знаете чего. В Грузии очень высокий процент данного явления на почве ревности, в случае расставания или развода. И некоторые местные мужчины не всегда адекватно принимают отказ. Имейте это в виду при выборе партнера и спутника жизни. А то, сколько тут всяких ловеласов, бабников, сердцеедов, донжуанов, казанов, об этом я вообще, пожалуй, промолчу. Местные самцы здесь в большинстве своем крайне приставучие и неотлипучие. Темперамент и характер. То, что грузинам присущи горячий, пламенный, жгучий и пылкий темперамент, это мы все уже давно поняли. И в целом характер у них эмоциональный, импульсивный, экспрессивный, взрывной, вспыльчивый. Эмоции в них прям бурлят, кипят. Сами по себе они очень громкие, звонкие, шумные и даже артистично-скандальные. Я уже запуталась, я их описываю или себя. Если где-то за границей на улице драка, это обязательно будет кто-то из восточных людей, так называемых кавказцев. Грузины никогда не выясняют отношений тихо и мирно, ведь они почти сразу переходят на активную жестикуляцию и разговор на повышенных тонах. Это тоже характерная черта местного менталитета – говорить руками, как самые настоящие итальянцы. Но опять же, это не про всех. Чтобы на меня потом не обижались, что я всех пустила под одну гребенку. Не всех, только саму себя. Несоблюдение правил. Грузины народ очень своевольный. Они не любят соблюдать правила и подчиняться чужим законам. Их менталитет устроен так, что
Не они подстраиваются под обстоятельства, а обстоятельства должны подстраиваться под них. Не они должны крутиться и вертеться по жизни, а жизнь должна кружиться вокруг них. Конечно, такой самоуверенности можно только позавидовать. Это ж какое надо иметь самомнение, чтобы так относиться к жизни. Особенно эта черта характера проявляется, когда дело касается любой оплаты. Например, вы дали им денег в долг, а они либо вернут с опозданием, либо будут всячески тянуть время и откладывать на потом, либо вообще не вернут и сбегут. Могут запросто вас кинуть, особенно если втерлись в ваше доверие и не видят границ. Могут опоздать на работу или учебу, не испытывая никакого чувства стыда или сожаления, аргументируя это каким-то предлогом, постоянно выдумывая новые, все более изощренные отмазки, лишь бы вы в это поверили, простили и отпустили. Это как в одной комедии, когда женщина забегает на исповедь со словами: «Святой Отец, я быстренько, у меня всего 2 грешка». То есть она так легкомысленно к этому относится, прибежала и быстренько рассказала про 2 грешка, и все. Тут примерно так же. Как вас только не обманут, лишь бы себе облегчить жизнь. Живут по своим понятиям и не парятся. Замечания и критика. Грузины не воспринимают критику и бурно реагируют на любые замечания. Зато сами критиковать и делать замечания на повышенных тонах и эмоциях они мастера. Если вы посмотрите и других блогеров, то вы по-любому заметите, как местные жители реагируют на критику приезжих. Это всегда выражается в виде фраз: «Не нравится? Уезжай обратно к себе в Рашку». Самое забавное то, что часто эти блогеры даже не из России. И это выглядит так лицемерно, типа: «Вали в свою парашку. Я вообще-то из Украины. Ну тогда добро пожаловать». Или когда всяким казахам пишут, что они оккупанты и агрессоры, а те даже ответить ничего не могут, потому что они просто в шоке от такой неадекватной реакции. В общем, если вы собираетесь жить в Грузии, лучше не бросаться замечаниями и критикой в сторону грузинских жителей. Не рискуйте. А то можно реально получить пинка под зад. Не стоит также обсуждать с ними тему политики и отношений с Россией. Это табу. И вообще затрагивать любые острые щепетильные темы тоже не стоит. Ну и, конечно, критиковать Грузию тоже табу. Мне можно, я же сама отсюда, поэтому это выглядит не так обидно. Типа я могу на свое жаловаться, а другие на мое нет. Жалобы и нытье. Как я уже и говорила ранее, многие люди, но не все, на негативе, на нервах умеют жаловаться на жизнь и постоянно ныть. И все вот эти душевные изливания, они могут выплеснуть не только на близких знакомых, но и на чужих, посторонних. Грузинская форма общения и дружбы, она отличается от западной кардинально. Если там дружба более легкая и поверхностная, то здесь она тяжелая, но глубокая. Здесь вам легко могут высказать все, что наболело, но и от вас потребуют того же. Выслушать их, так сказать, исповеди. Здесь могут выплакаться вам в жилетку, высморкаться в ваш платок, прилепиться к вашему надежному плечу утешителя. Здесь дружбу заводить сложнее, труднее и дольше. Но зато эта дружба будет более сердечная, душевная, человечная. На Западе, например, как? С вами только заговорили и уже в свой круг друзей впустили. В социальных сетях друзья добавили, другом назвали. Хотя вы еще не лучший друг, а скорее просто знакомый, приятель, товарищ. А здесь этот процесс занимает больше времени и усилий. Вы должны сначала пройти все уровни доверия. И только тогда вас, возможно, впустят в свой круг, если вы заслужили. Но это будет уже близкий круг. На Западе друзья друг друга не грузят своими проблемами, а просто проводят время вместе. Такое легкое и непринужденное времяпровождение. А здесь прям перекидываются любым шлаком и мусором, накопившимся внутри. Обмениваются своей желчью, так сказать. Ну типа друзья-токсики, которые вместе обсирают целый мир и всю жизнь. Какая из этих видов дружбы вам нравится больше? Западная или наша? Напишите в комментариях. Личное пространство и границы – одна из самых характерных грузинских черт, к которой я до сих пор никак не могу привыкнуть в силу своего типа личности и характера. Это отсутствие у грузин понятия чужого личного пространства и границ. Этот пункт автоматически вытекает из предыдущего, из-за того, что грузины сами очень легко и просто могут всю свою душу буквально вывернуть наизнанку перед вами, они точно так же могут
залезть и в вашу без спроса. И тут важно понимать, если вы иностранец с другим менталитетом, скорее всего, для вас это станет неким шоком, что вы просто предложили дружбу, а у вас уже в душе буквально покопались, покувыркались и даже во все потайные уголочки успели заглянуть. Для западных людей, которые привыкли к более поверхностному общению в стиле small talk, типа разговор чисто из вежливости, но ничего личного, такие откровения станут настоящим стрессом. И что меня лично больше всего шокирует, как интроверта и немного социофоба, это когда грузины, с которыми вы только что познакомились, начинают буквально весь план вашей жизни за вас составлять. Когда выходить замуж, когда рожать детей, как жить. Для меня это такие личные темы, в которые я не люблю незнакомых людей впускать. Например, однажды я сажусь в такси. Ну, представьте себе, кто такой для меня этот таксист? Абсолютно чужой, посторонний мне человек, который меня не знает, а я его. А он начинает меня расспрашивать о семье и указывает мне, что пора уже детей рожать. Я помню, я была так удивлена. Я вообще считаю, что это психологическое давление на человека со стороны общества, кого-то учить жизни, особенно когда это незнакомый человек, в чью компетенцию вообще не входит обсуждать такие темы. Поймите правильно, я не против общения с людьми, но я за западный вариант small talk, когда обсуждают какие-то общие темы, но никак не внедрение в личную жизнь. Это нарушение личного пространства. Я понимаю, что это было не со зла, а возможно даже искренне, но меня сразу отталкивает, когда кто-то посторонний вмешивается в вопросы чуть ли не моей репродуктивной системы. Типа, если сейчас не родишь, то потом уже не сможешь, не успеешь, опоздаешь. Уж извините, но я считаю это неуместным и бестактным. О таком может спросить ваш партнер по жизни, супруг, близкие люди, но никак не таксисты или незнакомые соседки. Причем они даже не спрашивают, а прям приказывают, типа «давай уже, плодись и размножайся». Я вам что, пчела-матка? В общем, тут часто могут совать свой нос в чужой вопрос. И обладателю другого менталитета это будет так непривычно. Я еще раз повторюсь, это та самая вещь, к которой я до сих пор не могу привыкнуть. Хотя я родом из этой страны и прожила здесь уже большую часть своей жизни. Так что эта страна явно не для типичных интровертов со своими четкими личными границами. Таким людям здесь будет жить крайне некомфортно и неудобно. Ну а у меня на этом все. С меня следующее видео, а с вас лайки, комментарии, подписка, колокольчик. Спасибо за внимание. До скорой встречи.